Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить декоративное романтическое панно «Ключ от сердца». Для работы нам понадобятся следующие материалы: гофро-картон, ножницы, светлая льняная ткань, крафт-бумага, офисная белая бумага, клей ПВА, термо-пистолет, полимерный клей, проволока, шпагат, линейка, карандаш, кружево, фоновый трафарет, имитирующий текст. Но если у вас такого трафарета нет, то текст можно сымитировать тонкой кистью, черной акриловой краской. Акриловые краски, акриловый лак, спонж, кисточки, а также декоративная бумага или обои для оклеивания обратной стороны. Приступаем к работе. Из гофро-картона вырезаем 4 одинаковых детали в форме сердечка. Сердечко оклеиваем мятой бумагой при помощи клея ПВА. Из гофро-картона вырезаем квадрат подходящего вам размера. Мой квадрат имеет 22 сантиметра. Намечаем будущую раму, ширина которой равняется 4 сантиметрам. На основу можно приклеить бумагу или ткань светлого цвета. Ткань должна заходить под будущую раму. Для приклеивания ткани я использую полимерный клей. Из картона вырезаем длинные ровные полоски шириной 4 сантиметра. Картон к основе сначала не приклеиваем, а лишь немного фиксируем. Следующий ряд картона приклеиваем уже надежно и перекрываем все стыки. Затем получившуюся раму аккуратно отрываем от основы. Если вы хотите сделать раму потолще, то необходимо приклеить еще 1 или 2 ряда гофро-картона. Гофро-картон я использовала двойной, поэтому такой толщины мне вполне хватает. Далее поступаем так же, как и с сердцем. Оклеиваем раму мятой бумагой на клей ПВА.
Далее я использую трафарет, имитирующий текст. Если у вас нет такого трафарета, то в качестве фона можно использовать обычную гелевую ручку или черную акриловую краску и тонкую кисть, написав от руки любовное послание. В процессе приклеивания я немного испачкала основу, поэтому покрываю ее белой акриловой краской. Далее на поверхность рамы и на само сердце наносим перламутровую или серебряную акриловую краску. Далее на раму и на сердце наносим акриловый лак. Также можно покрыть лаком и саму тканевую основу. Проволоку обматываем шпагатом, а сверху промазываем клеем ПВА или полимерным клеем.
Наносим на ключик немного серебряной краски. Работа готова. Если в данной работе вам не понравились какие-либо детали, то все, естественно, можно заменить на свое усмотрение. Также свою работу вы можете сделать любого другого размера и цвета. Фантазируйте, вдохновляйтесь, творите. Я очень рада, что число моих подписчиков увеличивается. Мне очень приятно, что по моим мастер-классам у вас получаются замечательные работы. Значит, мое творчество приносит пользу, а для меня это большой стимул к дальнейшему развитию. Спасибо за поддержку, за комментарии, за теплые слова. Мне очень приятно. Буду стараться и дальше радовать вас новыми интересными мастер-классами. Всем вам желаю творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!